Обладая сверхъестественными навыками в бою и охоте, этот хищник был воином старшего класса. Еще в юности ему стало неинтересно собирать свою коллекцию охотничьих трофеев. Ведь в целом обряд инициации и последующих охот был однотипен, и все и знания, и приемы охоты были отточены веками. Если хищник тренировался и был внимателен к словам ментора, то пройти все этапы от молодой крови до воина не составляло особого труда. Он хотел большего. Он придумывал новые способы охоты и приспособления для нее, мечтая однажды получить идеальный экземпляр оружия. Развивая свой потенциал охотника, он также заинтересовался научными методами повышения навыков боя. Поэтому, когда ему предоставилась возможность, он вступил в особую касту продвинутых охотников. В эту касту входили хищники, обладающие высшими знаниями и навыками в бою, которым наскучила естественная традиционная охота. Эти мастера и фанатики охоты не входили ни в один из кланов. Наоборот, кланы присылали своих представителей к ним на обучение. Они, с одобрения Совета Старейшин, занимались разведением опасной дичи, генетическими экспериментами и скрещиванием различных форм жизни. Наш герой не собирал трофеи, он предпочитал делать амуницию из костей своих гибридных жертв, собирая костяной уникальный арсенал оружия. Это принесло ему славу мастера по изготовлению оружия и прозвище Бонхантер, охотник за костями. Для него это был своеобразный способ показать свой характер и вкус. Охотясь в паре с хищником-ацтеком, впервые сумел уничтожить Дану Нахера. Из костей жертвы он сделал себе особо прочную маску, добавив ее в свой арсенал адской амуниции. Купаясь в лучах славы, теряя голову и веря в собственную избранность и исключительность, он задумал создать воина-монстра, а не добычу для развития продвинутых навыков охоты. Поскольку вид хищников является величайшим из всех охотников во вселенной, он задумал намеренно скрестить одного из своих великих охотников с ксеноморфом. В результате этого эксперимента был создан первый гибрид Предалиен, воин-охотник высшего класса с максимальным уровнем опасности. Занимаясь запрещенными экспериментами, охотник за костями планировал создать собственную армию непобедимых воинов. Однако это противоречило кодексу Иуджа. Когда совет узнал о его планах, то привлек хищника к суду. Потеряв голову от своих успехов, Бонхантер называет весь совет старейшин трусами и бросает вызов их величию. Совет старейшин признает его виновным, предает анафеме и лишает имени, объявляет на него инквизиционную охоту. Принимая во внимание прошлые заслуги, Бонхантер получает фору в один день. Через день должна была начаться охота на него самого. Но наш герой был еще тем хитрожопым крендельком. Сумев скрыться от инквизиторов на своем собственном корабле, он множит свою армию гибридов, убивает и охотится за костями. И имя его — Фекляр, непобежденная добыча. Охотник за костями, известный ученый в мире хищников и искусный мастер оружия из костей своих жертв. Страшный, опасный, непредсказуемый, родоначальник костяного клана, несмотря на свои проступки, все-таки занял почетное место в зале славы под именем Раду, которое он носил до перехода на темную сторону. Эта фигурка с позолоченными аксессуарами сделана в одном экземпляре, продана на аукционе и находится в частной коллекции где-то во Франции.